Привет, друзья! Знаете, некоторое время назад я очень плотно общался с одним своим знакомым. Он мне задавал очень много вопросов, узнав о том, что я увлекаюсь иностранными языками. Но задавал столько вопросов, что я решил просто отснять ролик. Во-первых, это ему будет ответами, а во-вторых, я надеюсь, что будет интересно посмотреть и вам. Если же вы не найдете ничего интересного и это для вас будет неважно, ну, извините, значит, это просто, наверное, не ваша тема. Я расскажу просто о том, как я учу языки, даже не о том, как я учу языки, а что я просто об этом думаю, об изучении иностранных языков. Сразу скажу, я не профессиональный лингвист, я не профессиональный переводчик. Изучение языков — это просто мое хобби, одно из моих любимых времяпрепровождений. Я с удовольствием этим занимаюсь, но я все-таки отношусь к этому любительски. Поэтому я сегодня буду что-то говорить, к этому нужно относиться как вот к человеку, который просто этим увлекается, увлечен. Но тем не менее, нужно понимать, что это хобби любимое, я посвящаю этому время и нахожу в этом очень много полезного. Во-первых, это тренировка мозга, очень хорошая тренировка мозга, тренировка памяти, тренировка логики, потому что любой язык — это очень четкая логичная система, с одной стороны. С другой стороны, это некоторая подсказка, даже нет, не подсказка, это некоторый вектор, который дает понимание образа мышления тех людей, которые являются носителями того или иного языка. И вообще изучать языки — это очень выгодно, потому что когда вы изучаете тот или иной язык, вы получаете доступ к большому количеству информации. Далеко не все переведено на русский язык или на английский язык для тех, кто носитель английского языка. И когда ты знакомишься с литературой или с фильмами, или с какими-то аудиозаписями на языке, который ты изучаешь, всегда получаешь очень много интересной и новой информации. Сразу хочу сказать, я сегодня буду говорить на нескольких языках, не знаю, на скольких у меня получится. Я имею больше все-таки пассивную практику. Я читаю, смотрю кино, видео, точнее, слушаю музыку и всякие аудиопрограммы. У меня не так много разговорной практики, поэтому, естественно, сегодня я, может быть, буду говорить с акцентом, с ошибками, где-то поставлю не так артикль, где-то не так поставлю ударение или еще что-то. Это, с моей точки зрения, в общем-то, не страшно. Мы все говорим с акцентом на иностранных языках. Если мы не являемся профессиональными синхронистами, переводчиками или не живем в стране, где есть, то есть где говорят на языке, который мы изучаем, естественно, мы все равно будем делать ошибки. Это не страшно. Но, к сожалению, вот эта боязнь делать ошибки, боязнь говорить с акцентом очень сильно тормозит. Вот, чтобы не было этого тормоза, нужно об этом просто забыть. И здесь как раз мне задавались вопросы, как учить языки. Я себе сделал даже небольшие здесь пометочки, чтобы не забыть. Первое, опять-таки повторюсь, я не являюсь истиной в последней инстанции. Есть люди, которые профессионально преподают, у них есть методики, и я не следую никаким методикам абсолютно, не профессиональным, никаким эзотерическим, чудесным. У меня есть просто свой способ изучения языков, наработанный лично для меня.
и который мне и только мне подходит. Может быть, кому-то подойдет и еще. Так вот, у меня есть несколько принципов, и вот первый принцип — это на языке нужно говорить, его не надо учить. То есть, если вы говорите «я учу язык», вы так его продолжаете учить. Когда вы произносите «я говорю» на языке, даже если вы знаете 2 слова, это уже ваши 2 слова на этом языке. Даже если в потоке речи, который вы абсолютно не понимаете, но вы слышите эти 2 слова, вы уже слышите их, вы уже что-то понимаете. В совершенстве знать язык очень тяжело. Вообще, вот если говорят, там, я знаю там 10 языков, я знаю 20-30, равномерно никто, запомните раз навсегда, никто не знает равномерно и одинаково все языки. Один язык вы всегда знаете лучше. Лучше всего мы знаем родной язык. Какой-то язык мы знаем лучше, которому мы посвящали больше времени, на котором мы больше разговаривали. Какой-то знаем хуже. И это тоже вполне нормально. Но, я повторюсь, нужно на языке говорить, а не учить его бесконечно. Не надо никогда зубрить, не надо ничего заучивать. Язык должен восприниматься гармонично, он должен, как я для себя говорю, восприниматься нутром, изнутри. Допустим, вот сейчас я изучаю японский и корейский. Японский просто идет как по маслу, очень легко дается, а корейский просто буксует. То есть вот я не могу его воспринимать пока что, не могу воспринимать его гармонично, что ли. Вот. И это предмет для внутренней работы, для какой-то внутренней перестройки. И вот как только я найду эту струну в себе, когда я смогу корейский язык воспринимать гармонично, естественно, все станет на свои места, и его изучать станет намного проще. Если же сейчас просто зубрить, это неправильно, ничего хорошего все равно из этого не выйдет. Очень важно понимать, что легче всего говорить на свои темы. Что значит на свои темы? Вот то, в чем вы профессионал, то, чем вы увлекаетесь, то, о чем вы постоянно говорите на своем языке, о том и говорите на иностранном. Я, помимо всего прочего, кто меня знает давно, профессионально занимаюсь музыкой, играю на гитаре, играю еще на нескольких инструментах, имею свою студию. И вот когда говорят музыканты, особенно гитаристы, очень многое понимается в контексте. Даже если слова не знаешь, в контексте ты все равно понимаешь, о чем человек говорит. Если же говорят физики или математики, конечно, там абсолютно непонятно, о чем идет речь. Либо если смотришь фильм, который совсем не относится к интересующим тебя темам, естественно, там очень много слов, которые ты не понимаешь, каких-то, может, оборотов, которые ты не понимаешь. Поэтому начинать лучше все-таки с тем, в которых ты разбираешься и которые тебе близки. Естественно, язык начнет познаваться намного быстрее в этом. И чтобы выучить больше языков, нужно понимать, что все языки относятся к той или иной группе. И если мы говорим на русском, то славянские языки нам дадутся намного проще, нам ближе их логика, нам ближе их грамматика. В то же самое время для носителя английского языка или романских языков, славянские языки — это вообще что-то страшное, с их падежами, склонениями, совершенным, несовершенным родом, несовершенным видом, извините, оговорился, глаголов. И все это нас подводит к тому, что язык, который мы знаем, дает нам вектор к следующему языку, который наиболее близкий к нам. Или, с другой стороны, если мы выучили тот или иной романский язык, романские языки, они вообще близки друг к другу, становится намного проще учить другой романский язык. То же самое с германским и со всеми остальными. Более того, я знаю китайский язык, сейчас изучаю японский. Мне очень сильно помогает знание иероглифов, потому что даже когда ты не знаешь, как звучит иероглиф по-японски, ты знаешь, что он означает, и в тексте ты можешь либо его вставить, либо просто понять, не зная, как он произносится, но ты понимаешь, о чем идет речь. И главное правило — это постоянство.
То есть с языком надо общаться, к нему нужно постоянно обращаться, тогда он станет частью тебя, и на нем действительно он станет понятен. Если же относиться к нему как к явлению, как некому чужеродному явлению, то он так и будет чужеродным явлением. Язык надо любить. В первую очередь, конечно, свой язык надо любить, но тот язык, который ты изучаешь, конечно, надо любить, нужно понимать культуру не только страны. Я вот не люблю вот это вот понятие культура страны. Мне нравится понятие культуры языка, потому что, допустим, испанский язык, вот мексиканская культура и та же самая испанская культура, это все-таки несколько разные вещи, но есть культура испанского языка. Это более широкое понятие, и в Испании, и в Мексике, там, и на Кубе, и в Аргентине все говорят на этом языке. Если ты говоришь на испанском языке, то тебя и там понимают. Ну да ладно, давайте теперь перейдем немножко к непосредственно языкам. Самая близкая до русской мове это белорусская. Коли вы кажете на русской або на украинской, вы зможете без проблем разуметь и белорусскую мову. Але вядома, казаць бегла і прыгожа не. Спатрэбіцца практыка, але не вельмі доўгая. Я маю на ўвазе, што пачаўшы мець зносіны з беларусамі, вы праз месяц інші зможаце вельмі свабодна гаварыць па-беларускі. Але гэта будзе размовная мова, і іншая справа гэта мова літаратуры. Яе трэба вывучаць даўжэй, сур'ёзней і глыбей. Напрыклад, я буду молиться и сердцем, и думами, распетою буду молиться душой, каб чорные доли змяцеліцца шумами уж больше не шалели над родной землей. Я буду молиться до ясного сонейка, няшчасных зимой согравать сиротин, прыветна па збожных гуляючых гонейках часцей заглядаць да цёмных хацін. Я буду молиться до хмараў з грымотамі, што дзіка над нами гуляюць не раз, каб жаль над гаротнымі мелі бяднотамі, а гарадоў перуноў не ссылалі падчас. Знаючи російську мову, зовсім не важко перейти на українську. Зараз, коли я записую це відео, між нашими країнами є багато проблем, питань, та й знайдуться ті, хто запитає, а навіщо тобі це потрібно говорити українською? Я відповім просто. І може бути комусь це здасться дивним, але мені просто подобається. Подобається. Для тих, хто говорить російською, вивчити українську зовсім не важко. Я, наприклад, просто включав українські канали на Ютубі і слухав. Через 2-3 тижні я вже практично все розумів, ну а позаймавшись перекладами, потім і заговорив. І хто б що не говорив, українська мова є красива і чудова. Если
mówisz co najmniej jednym językiem wschodnioslowjańskim, wtedy możesz łatwo nauczyć się języka zachodniosłowiańskiego, na przykład polski. Zajmie trochę dłużej, aby mówić po polsku, ale znajdziesz wiele znanych słów i struktur gramatycznych, a wiele będzie od razu jasne. Kiedy byłem w Polsce, wtedy bardzo szybko dostosowałem się do języka i gdzieś w ciągu miesiąca zrozumiałem prawie wszystko i rozmawiałem na codzienne tematy. Oczywiście z blödem i akcentem, ale mówiłem. Tak. I nie zaboravimo da postoji i južnoslovenski jezici. Na primjer, srpski. Ima malo drugačiju gramatiku, ali na nju se jednostavno morate naviknuti. Ali poznavanje srpskog jezika je veoma korisno. Na primjer, kada naučite srpski, automatski razumijete hrvatski. Kao i bosanski i crnogorski. Neću ovdje ulaziti u detalje, ali u Jugoslaviji je to bio jedan srpsko-hrvatski jezik. I sad i Srbi, i Hrvati, i Bosanci, i Crnogorci kažu da imaju različiti jezike. To se dešava. Svi se razumiju, ali jezici su različiti. Srbi pišu na i Hrvati na latinskom, ali kao naučite srpski, i Srbi i Hrvati će vas razumjeti. I tako će Bosanci i Crnogorci. Šta više, i Slovenci i Makedonci će vas moći razumjeti. I lako će početi da ih razumjeti. Well, and now let's move on to the English language. Nowadays, this is probably the most popular language to learn, and in many areas, one cannot do anything without it. And for example, for traveling, it could be a main tool for communication. I think almost everyone has learned English somehow or somewhere. As for me, as a child, I learned a lot of English and American rock music, and I learned many songs by heart. It was Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Doors, The Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, a lot. To learn songs, in my opinion, it is the best way to gain lexical inventory. Sure, it doesn't cancel study of a grammar, but I think it worth it. Sometimes people think about which English to learn, British or American. I will say this: it doesn't matter. In the world, there is a huge number of accents of the English. It seems to be that in the UK alone, there are more than 30 ones. I think in the USA it should be even more. And it is without counting Canada, Australia and other English-speaking countries. Therefore, you will always speak with your own accent, like me for example, and make your own mistakes.
Unless, of course, if you live in certain place with native speakers. But you know, it's always fun to imitate the different accents. You can imitate a British accent. What's the name of this beautiful young girl? She looks much younger, I thought. Or speak like in American films. My old man told me before he left this shitty world, never chase buses or women, you will always be left behind. Those for whom English is a native language will still understand you, no doubt, no doubt. Ich lerne jetzt Deutsch. Ich kann noch nicht viel sagen, aber Englisch hilft mir hier sehr. Ich mag die deutsche Kultur sehr, besonders Musik und Literatur. Und ich weiß, dass ich sehr bald verstehen werde, dass Blixe Bargeld in ihren Liedern singt. Meint ihr nicht, wir könnten unterschreiben, auf dass uns 1 bis 2% gehören und Tausende uns übrig sind? Meint ihr nicht, wir könnten uns in Erde braten lassen und bis zum letzten Tropfen im Verpackungshandel thronen? Wir könnten, aber... Und dann schaue ich mir die Filme von Wim Wenders, Jan Thomas und Tom Tykwer ohne Übersetzung an. Natürlich können Sie Bach-Musik hören, ohne Deutschen zu sprechen, aber es ist viel interessanter, tiefer in die Kultur einzutauchen. Und Kenntnisse der Sprache, das ist wahrscheinlich das Beste, was helfen kann. Ich denke so. Pues y ahora hablemos un poco español. Ahora es uno de los idiomas más comunes en el mundo. Y, ¿sabe? Hay tantos países donde la gente habla en español. Cuba, México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Paraguay, Uruguay. Ahora, lo siento, no recuerdo todos los países. Hasta Guinea Ecuatorial, que está en África, y pues, claro, la misma España. Pero en cualquiera de esos países puedes comunicarte sin problemas. Aunque claro, en cada uno de los países hay algunas diferencias lingüísticas y a veces eso puede ser muy divertido. Entonces, por ejemplo, en Cuba no es recomendable coger el coche. Es por la razón del verbo coger. Y sabe, yo me acuerdo una vez en España, mi frase, ¡ay, qué bueno! ¡Ándale, hombre! ¡Vamos a ver! Causó una amplia sonrisa de mi amigo que es español. Y al revés, cuando apenas empecé a estudiar español y yo hablaba con acento castellano en México, a un taxista le da mucha risa cuando dije con este acento. Entonces, vosotros no sabéis qué hacer, ¿vale? Él me miró así y dijo, pero hombre, híjole, que no puedes hablar normal o qué. Bueno, seguimos adelante. Y otro idioma así chabacano usted. Na Pilipinas, anda na Zamboanga,
Sambuanguinho, todo tá platica chavacano. Dile idioma muy interesante. No hay gramática ni conjugación, pero comprendí-la todo español. Na Filipinas se habla canileamon, ya comprendí todo. No hay man translata nada. Tá mira con este español roto. Se você aprendeu a falar espanhol, então você não terá problemas com português. Palavras e gramática são muito parecidas. Claro, existem suas próprias características, suas próprias regras e regulamentos, mas eu acho que levará um bom tempo para assistir às telenovelas brasileiras sem tradução. Por exemplo, eu às vezes assisto a um programa chamado Pega Pega. Tem mais de 100 episódios e dura muito tempo. E eu não posso dizer que é muito interessante olhar para a mágoa de milionários, mas uma ou duas séries por semana permite manter o nível da língua e aprender novas palavras e expressões. E para a gente é importante, quando não há oportunidade de falar como um falante nativo, a melhor maneira de manter o idioma é assistir filmes e ler livros. Lorsque vous parlez ou comprenez 2 ou 3 langues d'un groupe latin, vous aurez beaucoup moins de questions à apprendre en français. Les racines latines sont similaires, la grammaire est également proche. Bien sûr, il y a une différence, mais il sera nécessaire d'apprendre et de mémoriser beaucoup moins. Et vous comprendrez beaucoup au niveau subconscient. Pour moi, le plus gros problème dans l'apprentissage du français était la prononciation. Le fait que les Français, pour moi en tout cas, parlent très vite. Et quand j'ai commencé à apprendre la langue, leur discours sonnait comme bonjour, toujours, bonjour, le mot, c'est une blague. Dans cette question, m'a aidé beaucoup encore la musique. J'ai écouté beaucoup de la musique française vieille, Jodassin, Edith Piaf, Murray Mathieu. Et depuis, j'ai pris le dictionnaire et traduit la musical Notre-Dame de Paris. Je pose mes yeux sur sa robe de gitane, à quoi me sert encore de prier Notre-Dame. C'était une très bonne pratique passive. Et à part ça, il y a une autre bonne motivation. J'ai toujours voulu comprendre les films français. Et je crois que donc, vous devez apprendre français, ou moi, pour comprendre les blagues de Louis de Funès et de Pierre Guichard, ou pour comprendre ce que Gérard Depardieu, Vincent Cassel ou Jean Reno dit. À propos, nous sommes maintenant compatriotes avec Gérard Depardieu, parce qu'il a reçu citoyenneté russe. Come detto, le lingue del gruppo latino sono molto più facili da imparare
se ne conosce almeno uno. E non importa da dove inizia, ad esempio con spagnolo, francese o italiano. Pertanto può imparare il numero massimo di lingue molto più velocemente. Ne ho già parlato, ma lo ripeterò in italiano. Libri, cinema e musica sono i 3 migliori assistenti nell'apprendimento di qualsiasi lingua. Danno motivazione, pongono domande e danno risposte. E naturalmente la cosa più importante è parlare con persone madrelingua. Quando inizi ad imparare una lingua particolare c'è sempre il primo impulso, la prima motivazione che ti porta a questo. Per me il dialogo del film Il Padrino, quando Michael parlava italiano con Solozze, è diventato un tale impulso. Ricordi? Mi dispiace, devi sapere, Cacido, che è successo tra me e tuo padre. Fu una cosa di business. Io avevo un grosso rispetto per tuo padre, ma tuo padre pensa all'antica e tu non lo vuoi capire. Ci sono nomi di onore. Nu vorbesc foarte bine limba română, aș vrea să vă spun o glumă. După cum știm, limba română este vorbită în România și Moldova. Dar din moment ce dialectele sunt ușor diferite, vor apărea situații de comunicare, cum ar fi. Un român a venit la Chișinău, se întâlnește pe stradă cu un moldovean și întreabă el: scuzați-mă, vă rog să-mi spuneți unde este monumentul lui Ștefan cel Mare? Moldovean: Ștefan cel Mare? Nicio problemă. Idește preama, повернешься налево și acolo vedește memorialul lui Ștefan cel Mare. Român: scuzați, unde? Moldovean: acești români nu înțeleg deloc limba română. Știți, alterius lingua est, et citame ipsum incipit ex omnibus linguis est, haec lingua latina est. Mortus est lingua, sed a medicis et ut ex Vaticanum exercitum. Sed hoc est valdemani momenti lingua. Praesertim disco linguam latinam ut libros latinus legere possim. Tam multis libris scriptum est, atque his libris semper volebat in originale legitur. Caesar, Horatius, Cicero, Ovid, etc. Hoc mani momenti est abere in illis qui ante plura secula vixiunt.还有另一种重要的语言，这种语言是汉语。对我们来说，似乎很难，这是因为它看起来不像古周的语言。但如果你兴趣的研究它，那么这些困难就会变得无形。中国文化是最古老的文化之一，每一个人都会发现很多有趣的东西，例如武术、书法、气功、中医、古代哲学等诸多事物
当你把这个东西要好好学习，需要了解汉语。无疑，许多书籍的和电影尚未翻译。如果你说汉语，你就是能理解他们。你知道，还有一个人说，乐观主义者学习英语，现实主义者正在学习汉语。你懂中文，你就可以读到的经。这是文扬，必须单独接受，但它会开辟很多重要的事情。道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲观其妙，常有欲观其教。这两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙。لغة أخرى مثيرة للاهتمام وجميلة هي اللغة العربية. أريد أن أقول إن اللغة ليست سهلة إلى الإطلاق، لكن دراستها مثيرة جدا للاهتمام. اللغة العربية هي لغة القرآن. أنا لست مسلم، ولكن إذا كنت ترغب في تعلم اللغة العربية فإن قراءة السور القرآنية مفيدة جدا. وكتب شاعر عظيم في هذه اللغة، ابن سينا، ابن رشد، ابن عربي، كثير. وبهذه اللغة يتم كتابة حكاية ألف ليلة وليلة، وأراد دعما قراءتها بدون ترجمتين. اللغة العربية بها العديد من اللهجات، ويقال إن العرب من مختلفا البلدان لا يفهمون بعضهم بعضا دائما، لكن اللغة العربية الأداب يفهمون الجميع. Картули ена. Ме всховро сочеши. Ак бебри картвели всховропс. Да повелтвис са интересуамос мена разец лапаракобин. Цудат влакарокоп картулат маграм мевице. Саубрис саукетесок заес да максове лексеби. Да камамагла цай киткет исини. Мерамам герепс, удзирозеца, замбакис пери. Tu milkis в мгери, tu все диалог майцав мгери. Мерамам герепс, варде бесуд ква, кахачос пери, албат симгера, туда манантес, hodemец в мгери. Чеми симгера, амземам калхма, Амзецам шоба, роцам гирияр шоридан мадбобс чеми бавшвоба, роцам гирияр мечемс момавалс сиберис мхедав, даукит хават сулши шиморис парулисевда. Мадлова. Jeschacie, powiedz, Хайрен кичми гехаскинам ев гехосим. Вошелав, поwiedz гнам сел
Alo, alo, ashut, parevashut. Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Սակխնդրեմ, գուզեք Pedus pan model իսկ խմել ուր ծրխիա թե սերդունա ոչ ջաշարանին միջ չեմ քիդիր իսկ դուք բայց ջաշարանը խոնե բոհադան միջ քիդիկ ես ալ քիդիմ ինչ գուզեք խմել քինի թե կարաչուր քինի շատ լավ Եմ ջաշել երկու քինի գուզեք հիմա թե ժամականին ժամուեգին փամացանիկ այո շատ լավ շնորհակալություն ցեդեսություն Ελληνική γλώσσα περίπλοκη ή όχι φαίνεται δύσκολο Από την άλλη έχει πολλά διεθνή λόγια. Σε οποιοδήποτε κείμενο είναι περεμπίπτοντος τε πολύγλωτ είναι επίσης μια ελληνική λέξη. Γενικά αν το μελετήσετε με ενδιαφέρον δεν θα είναι δύσκολο. Η ελληνική γλώσσα είναι μια από τις παλαιότερες γράπτες γλώσσες στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της αρχαίγιας ιστορίας και του λίγκου του πολιτισμού. Όλα αλφα είναι ένα καλό κίνητρο για να το μελετήσουν. Ξέρετε γιατί άρχισε να σπουδάσω ελληνικά? Από ένα τραγούδι στο Μισήρλο. Μισήρλο, μα η γλυκά σε ματιά. Έμαθα τα λόγια χωρίς να κατανοώ το νόημα. Και μετά τα μετάφρασα. Спасибо.